Если мужчина в анкете на сайте знакомств пишет «умею удивлять», нормальная девушка закрывает приложение. Но я же, как будущая журналистка и действующая идиотка, решила проверить. Вообще-то это было не свидание мечты. Свидание мечты – это когда ты пришла, тебе сразу принесли пасту, никто не просит рассказать о себе что-нибудь необычное, а потом вы оба мирно расходитесь, без попытки обсудить бывших и то, почему женщины любят уверенных мужчин. У меня же был Артем. Хотя, если быть честной, звать его Артемом было бы оскорбительно для всех нормальных Артемов. Он был из той породы мужчин, которые на фото прищуриваются рядом с чужой машиной, в переписке каждые 3 сообщения вставляют слово «уровень», а при встрече говорят «вживую ты даже лучше». Это был тревожный сигнал номер 1. Тревожный сигнал номер 2. Вместо кафе он привел меня в место под названием «Галерея эпох». «Это что?» – спросила я, стоя перед старым особняком с облупившейся лепниной. Над входом висела новая вывеска, а под ней табличка: «Исторический вечер. Экипажи, музыка, маски и тайны». Необычно, да? Я же говорил, умею удивлять. Уже вижу. Осталось понять, приятно ли. Ты слишком напряжена. Нет, я просто люблю заранее знать, в каком именно жанре меня собираются удивлять. Он засмеялся. Внутри было странно. Красиво, да, но странно. Старый дом явно реставрировали по принципу «сделаем атмосферно, а остальное пускай дорисует тревожность». Тусклый свет, высокие потолки, зеркала в золоченных рамах, тяжелые шторы. По залам ходили люди в костюмах позапрошлого века. Играла живая музыка, пахло воском и чем-то еще. Сыростью старого дома. Я бы, возможно, даже впечатлилась, если бы не Артем, который тут же начал вести себя так, словно он купил этот особняк, организовал эпоху и лично изобрел свечи. «Здесь будут сценки», — сообщил он, поднимаясь по лестнице. «А в конце поездка в старинном экипаже. Типа аттракцион». «Типа аттракцион?» «Ну, погружение, символическое путешествие между эпохами». Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. Он снова засмеялся. Я нет. Как студентка журфака я привыкла замечать детали. Профессиональная деформация. Кто врет слишком гладко, кто говорит чужими словами, кто смотрит не туда, куда должен. Артем, к сожалению, был прозрачен до неприличия. Он хотел произвести впечатление, казаться загадочным и дорогим. Но за всем этим слишком отчетливо торчало желание понравиться самому себе. К тому же он постоянно трогал меня за локоть. Я ненавижу, когда незнакомый мужчина ведет себя так, будто ты уже его вещь. «Не держи меня, пожалуйста», — сказала я. «Да ладно тебе, я же просто...» «Просто не надо». Он отпустил руку, но лицо у него стало обиженным. «Ты сложная», — сказал он. «А ты быстрый». «В смысле?» «Быстро разочаровываешь». Вот после этого вечер официально перешел в стадию «либо я сейчас уйду, либо мне нужен торт и алиби». Но уйти сразу не получилось, потому что нас как раз повели в ту самую внутреннюю галерею, длинный застекленный проход между 2 крыльями особняка, где стоял декоративный экипаж на рельсах. То есть не совсем декоративный, он и правда двигался медленно через темный коридор, где в окнах мелькали подсвеченные сцены, будто куски чужих жизней. Слева бал, справа чья-то спальня, дальше библиотека, потом сад. Все как будто настоящее, но немного чересчур. Слишком тихое, слишком выверенное. «Романтично, да?» – спросил Артем, когда мы сели внутрь. «Если опустить наличие тебя, то почти». «Ты все шутишь, а я вообще-то серьезно настроен». «На что именно?» «На нас». «Каких нас, Артем?»
Ну, не надо делать вид, что я тебе не понравился. Я и не делаю. Я прямым текстом пока намекаю на обратное. Он уставился на меня с неприятной смесью раздражения и самоуверенности. Ты просто выделываешься. И вот тут экипаж наконец тронулся. Очень не вовремя, потому что именно в этот момент мне захотелось выйти. «Останови», — сказала я. «Да расслабься ты». «Я серьезно. Останови». Но он вместо этого вдруг накрыл мою ладонь своей. Не сильно, не грубо, но достаточно, чтобы меня мгновенно окатило злостью. «Убери руку». «Лада, руку убери». Он отпустил, но карета уже медленно ехала по темной галерее. Снаружи проплывали сцены. Подсвеченные окна, актеры, зеркала, и вдруг я заметила кое-что странное. В одном из окон сидела девушка, настоящая, не актриса, не кукла, мне так показалось. Она сидела спиной ко мне в светлом платье перед зеркалом, очень прямо, а потом, будто почувствовав мой взгляд, подняла голову, и я увидела ее лицо и свое. Я резко вздохнула. «Что за...» «Что?» — раздраженно спросил Артем. Я не ответила, потому что девушка в окне смотрела на меня так, словно тоже меня видела. Она смотрела не куда-то вперед, а на меня. Я дернулась к стеклу. Сердце ухнуло куда-то в колени. Этого не может быть. Это была я и не я. Нет, не мое лицо, немножко другие черты, более резкие, но выражение было таким, будто мы обе одновременно поняли одну ужасную вещь. Что-то перепутало нас местами и уже не собирается извиняться. Свет в галерее моргнул, экипаж дернулся, а где-то за стеклом в чужой комнате девушка резко встала. А потом случилось все сразу. Треск, крик, удар. Не рядом со мной, а там, будто по ту сторону стекла, будто что-то сорвалось, будто человек упал. И в ту же секунду наш экипаж тоже качнуло так, что я ударилась виском о раму. Мир на секунду стал белым, потом черным, потом опять белым, но уже каким-то неправильным. Я слышала голос Артема, далекий, испуганный. «Эй, ты что, Лада?» И одновременно другой голос, женский, незнакомый, совсем рядом с моим ухом. «Только бы домой, только бы не за него». У меня перехватило дыхание. Я попыталась открыть глаза, но не поняла, открыла ли. Пахло не воском и рестораном, пахло дождем, мокрой травой, лошадьми. Кто-то плакал, кто-то кричал «Леди Аделина». Меня будто рвануло вниз, резко, без предупреждения, как будто пол под реальностью откинулся, и я с раздражающей ясностью поняла. Все, приехали. Последнее, что я успела подумать, прежде чем провалиться окончательно, было удивительно негероическим. Ну вот, надо было все-таки просто идти на кофе. А потом я открыла глаза в комнате размером с актовый зал и узнала, что теперь я леди Аделина Вольтер, аристократка, скандалистка и невеста самого неприятно прекрасного мужчины королевства. И если вам кажется, что это уже достаточно ужасно, подождите, пока не услышите про завтрак, потому что именно с него началась моя новая жизнь. Когда я впервые вошла в столовую дома Вольтеров, мне захотелось извиниться перед всеми бутербродами, над которыми я когда-либо насмехалась. Стол тянулся так далеко, что на одном его конце можно было поссориться, а на другом еще ничего об этом не знали. Серебро сияло, хрусталь сверкал, слуги двигались бесшумно. А я двигалась как человек, который вчера засыпал в своей кровати, а сегодня проснулся в историческом сериале с очень плохим прогнозом. «Аделина», — произнесла сидевшая во главе стола женщина с лицом судебного пристава, — «ты опоздала». Это была тетушка Бригитта. Формально родственница, а по ощущению
исправительное учреждение в кружевном воротнике. «Простите», — ответила я и села. За столом стало так тихо, как будто кто-то захлопнул крышку рояля. Лукас, мой брат, сидевший напротив, поднял брови. Тетушка Бригитта медленно поставила чашку. «Что ты сказала?» «Простите?» «Я расслышала. Я уточняю, с какой стати?» Я посмотрела на нее, на Лукаса, на прислугу, которая делала вид, что ее тут нет, и поняла, что настоящая Аделина, видимо, не извинялась никогда, ни при каких обстоятельствах. «С той стати, что я опоздала», — осторожно сказала я. Лукас кашлянул в салфетку. Нет, он точно не смеялся. «Ты здорова?» — спросила тетушка. «Пока не уверена», — честно сказала я. «Прекрати поясничать», — отрезала Бригитта. «Через 4 дня прибывает его высочество принц Рейнар. Ты должна вести себя достойно своей фамилии». «А если я не хочу?» «Это не имеет значения». Я отломила кусочек булочки. Булочка была прекрасна, а мир нет. «А если я, допустим, против браков без любви?» Тетушка посмотрела на меня так, как смотрят на трещину в фамильной вазе. «Ты не концепция, Аделина, ты договор». Лукас перестал улыбаться. И вот тогда я впервые поняла, что в этом доме не просто неприятные люди. Здесь все построено на страхе, выгоде и умении молчать вовремя. Особенно вовремя. А я, к сожалению, никогда не умела молчать. И это, как выяснилось, было только началом. Если бы в этом мире проводили конкурс на тему «Кто из родственников первым продаст тебя ради выгоды?», Лукас занял бы 1-е место, 2-е и, возможно, приз зрительских симпатий. На 3-й день моего пребывания в теле Аделины он поймал меня на преступлении. Я читала. Да, именно так. Сидела в библиотеке и читала книгу. Комната была огромная, пыльная и пахла старой бумагой. Я уже выяснила, что библиотекой в этом доме пользовались примерно как тренажерным залом в элитном жилом комплексе. Для статуса. Поэтому, когда за спиной раздалось: «Аделина, если ты сейчас скажешь, что ищешь стихи, я позову врача», я даже не вздрогнула. «А если я скажу, что ищу план побега?» «Тогда я позову не врача, а стражу». Я обернулась. Лука стоял в дверях, прислонившись к косяку, и смотрел на меня с ленивым любопытством кота, который еще не решил, поиграть с мышью или сразу съесть. «Что ты тут делаешь?» – спросила я. «Вообще-то это наш дом. Более логичный вопрос, что тут делаешь ты?» «Читаю». «Это я заметил. Меня интересует, зачем?» «Из любознательности». «Нет», — сказал он, — «из отчаяния». Я молчала. Он подошел ближе, скользнул взглядом по корешкам книг, потом по мне. «Настоящая Аделина», — сообщил он почти ласково, — «считала книги оскорблением мебели». «Прекрасная была девушка». «Ужасная, но предсказуемая, а ты нет». «Люди меняются», — сказала я. «За ночь? После падения с лошади?» «Ах да, официальная версия. Перед тем, как я очнулась, Аделина упала с лошади и несколько часов пролежала без сознания. Очень удобно. На такие случаи, видимо, и рассчитаны все семейные тайны. Если человек вдруг стал вести себя приличнее, виновата травма головы». «Сотрясение», — сказала я уверенно. «Переоценка ценностей». «Даже сочувствие к слугам?» «Тяжелое сотрясение». Лукас рассмеялся. Негромко, скорее с интересом. «Ты не она». Это прозвучало спокойно, без обвинений. Именно поэтому я и испугалась по-настоящему. «И что теперь?» — спросила я. «Теперь? Теперь я хочу понять, кто ты». Я могла соврать, попытаться сыграть дальше, заплакать, упасть в обморок. В запасе у меня был целый арсенал плохих идей. Но журналист во мне уже проснулся окончательно
И понял главное. Если собеседник умный, врать надо либо гениально, либо никак. А я последние 2 суток спала по 3 часа и до сих пор не умела надевать местные чулки. Без внутреннего сотрясения. «Если я скажу правду», — медленно произнесла я, — «ты сдашь меня?» «Смотря какая правда». «Оптимистично». Он закинул ногу на ногу. «Послушай, кем бы ты ни была, ты точно не хуже прежней версии моей сестры. Вопрос только в том, опасна ли ты лично для меня». «Очень здравый подход». «У нас теплые отношения», — серьезно кивнул он. «Мы почти не пытались друг друга отравить этой весной». «Что?» «Я же сказал, почти». И вот в этот момент я поняла, что либо сойду с ума, либо прекрасно тут приживусь. «Хорошо», — сказала я, — «моя правда такая, я не отсюда». Лукас помолчал. «В каком смысле?» «В прямом». «Из другого города?» «Очень другого». «Из другой страны?» «И еще сильнее». Он долго смотрел на меня, потом очень тихо спросил. «Пришлая?» Я сначала не поняла, а потом сердце ухнуло вниз. «Это слово лучше не произносить?» — догадалась я. «Если у тебя есть стремление прожить хотя бы месяц, то да». Он встал, подошел к двери, закрыл ее, проверил коридор и только потом вернулся. «Ты хоть понимаешь, что с тобой сделают, если кто-то услышит?» «Начинаю догадываться». «Нет, не догадываешься». «Почему?» «Потому что 20 лет назад один такой пришлый убедил герцога начать мятеж. 15 лет назад женщина, объявившая себя чужой душой, сбежала с государственными бумагами. 10 лет назад еще один предсказал чуму, а потом почему-то исчез начальник тайной канцелярии. С тех пор корона решила, что проще рубить головы, чем разбираться в нюансах». «Очень гуманная государственная политика». «Наше королевство не любит сюрпризы». «Тогда я для него буквально подарок». «Ты совсем не похожа на шпионку». «Спасибо». «Это не комплимент, это проблема. Ты говоришь то, что думаешь». «Иногда я об этом жалею». «А вот это уже семейное». На несколько секунд стало тихо. Где-то за стеной часы отбили четверть, и я смотрела на мальчишку с лицом херувима и мозгами биржевого мошенника и пыталась понять, союзник он мне или катастрофа. Вероятнее всего, оба варианта. «Значит так», — сказал Лукас, — «я тебя не выдам». «Пока». «Конечно, пока». Отвратительное слово. «Зато честное. А взамен ты расскажешь мне все, что помнишь, и будешь делать то, что я скажу, когда дело касается семьи, двора и принца Рейнара». «А если не буду?» «Тогда я с глубочайшим прискорбием сообщу, что моя сестра после падения с лошади стала подозрительно умной». «Боже, меня шантажирует ребенок. Мне 16. Подросток, еще хуже». «Вот теперь ты мне нравишься». А мне нет. Но выбора, кажется, уже не было. А вечером того же дня я впервые встретилась с человеком, за которого должна была выйти замуж. И поняла, что братец был прав только в одном. С принцем надо быть очень осторожной, потому что он замечал вообще все. Если верить слухам, принц Рейнар обладал 3 выдающимися качествами: умом, властью и способностью испортить настроение всему залу, просто войдя в него. Позже я убедилась, что слухи, как всегда, несколько преуменьшали. Мне велели встречать его в малой голубой гостиной. Я сидела на краю дивана, стараясь не задохнуться в платье, и мысленно репетировала 3 сценария. Первый — молчать и кивать. Второй — изображать Аделину, о которой все говорят, что она была одновременно избалованной, глупой и опасной. И третий — выйти в окно. Третий оказывался самым привлекательным. «Не сутулься», — процедила тетушка. «Я не сутулюсь, я морально складываюсь». «Что?
Ничего. Лукас, стоявший у камина, беззвучно веселился. Я уже заметила, в любой опасной ситуации он выглядел так, будто ему только что подарили лучшие билеты в театр. Двери распахнулись, и в гостиную вошел мой официальный жених. Нет, это было несправедливо. Природа или генетика, или кто тут отвечает за внешность, явно вложилась в него с избыточным энтузиазмом. Высокий, темноволосый, с резкими чертами лица и тем выражением глаз, при которых хочется признаться во всех преступлениях. Рядом с ним даже воздух казался собраннее. Он поклонился тетушке, кивнул Лукасу, потом перевел взгляд на меня. И тут я поняла, что мне конец. Потому что этот человек смотрел не так, как смотрят на невесту. И не так, как смотрят на политически выгодный брак. Он смотрел как следователь. «Леди Аделина», — произнес он. «Ваше высочество». И встала слишком быстро. Голова слегка закружилась, юбка зацепилась за ножку столика. Я чудом не опрокинула вазу и в последнюю секунду ухватилась за спинку кресла. Лукас отвернулся к камину и закашлялся, подлец. Принц наблюдал за этим без тени сочувствия. «Вижу, ваше здоровье восстановилось», — сказал он. «Настолько, что я снова опасна для мебели». Тетушка Бригитта пригласила нас сесть и тут же начала говорить о помолвке, семейных обязательствах, традициях и прочих способах красиво назвать отсутствие выбора. Я слушала вполуха, потому что Рейнар слушал в оба. Он почти не шевелился, только смотрел. Это ужасно нервирует, когда человек ничего не делает, но при этом кажется главным событием комнаты. «Леди Аделина пережила сильное потрясение», — сказала тетушка. «Но, полагаю, вы уже заметили, что она стала спокойнее». Я чуть не поперхнулась чаем. «Серьезно? Видимо, прежняя Аделина поджигала шторы на семейных советах». «Заметил», — сказал принц. И этого одного слова хватило, чтобы мне захотелось немедленно заболеть чем-нибудь убедительным. Потом тетушка, как всякий человек, лишенный инстинкта самосохранения, предложила нам пройтись по галерее наедине. Наедине! С мужчиной, которого боится полкоролевства. С моим женихом. С человеком, который, вероятно, уже понял, что я не та, за кого себя выдаю. Прекрасный план. Надежный, как зонтик из кружева. Мы шли вдоль длинного коридора, увешанного портретами предков. Некоторое время Рейнар молчал. Потом сказал: «Вы изменились». Я решила не изображать удивление. Уже поздно. Люди иногда меняются. «За несколько дней редко». Удар о лошадиную голову, видимо, имел воспитательный эффект. Он остановился, я тоже. Аделина, которую я знал, не признала бы за собой вину, даже если бы ее поймали с ножом. Полезный навык. И не спросила бы у лакея, ел ли он сегодня. Я мысленно прокляла свою привычку разговаривать с прислугой, как с людьми. Поразительно, как быстро это становится компроматом. Может, раньше я была хуже? Раньше вы были проще. Спасибо. Всегда мечтала услышать, что стало сложнее и подозрительнее. Я этого не говорил. Но выразительно подумали. Он посмотрел на меня долго, пристально и вдруг спросил: «Кто вы?» Я вздохнула. «Ваша невеста, к несчастью для нас обоих». «Нет». И это короткое слово оказалось страшнее крика. Я отвела взгляд на окно. За стеклом серело небо. Во дворе ветер гонял листья по дорожке. Мне отчаянно захотелось домой. Привычный мир, где самые страшные мужчины сидят в комментариях под новостями. «Если я скажу правду, вы меня сдадите?» «Это зависит от правды». Я нервно усмехнулась. «У вас тут что, всех учат этой фразе?»
Только тех, кто доживает до взрослого возраста. И знаете, что было самым неприятным? Мне понравился этот ответ. Вот в эту минуту, среди портретов мертвых аристократов и сквозняка, я впервые поняла, что с моим женихом будет сложно. Очень сложно. Потому что он умен, потому что он не верит в удобные объяснения. И потому, что в его присутствии мне вдруг перестало хотеться только выжить. Мне захотелось еще и выиграть. А это, как известно, всегда начало больших неприятностей. Если вам когда-нибудь скажут, что бал – это праздник, не верьте. Бал – это многочасовая проверка человеческой психики, осанки и способности не есть с голодухи декоративные фрукты из центра стола. Мой первый светский выход в качестве Аделины Вальтер начался с того, что у меня упаковали в платье 4 женщины так сосредоточенно, словно собирали осадное орудие. «Не дышите, миледи. Поднимите руки. Не разговаривайте». На этом месте старшая горничная Инесса посмотрела на меня с мученическим терпением святой, которые за особые заслуги выдали меня. Платье было цвета темного вина. В корсете я чувствовала себя изысканной колбасой. Волосы уложили в нечто архитектурное. Лукас встретил меня у лестницы и одобрительно присвистнул. Ты выглядишь так, будто можешь разорить провинцию одним своим капризом». «Прекрасно. Осталось научиться это делать монетизируемое». «Главное, не начинай говорить слишком рано». «Ты сегодня необычайно поддерживающий». «Я реалист». Карета довезла нас до городского дворца, где сегодня собиралась половина знатного общества и вся его часть, которая жила ради слухов. Снаружи здание сияло сотнями огней. Внутри пахло воском, духами и амбициями. Музыка уже звучала, дамы шуршали юбками, мужчины сверкали орденами. Меня объявили громко и торжественно. По залу пробежала волна взглядов. О, они меня знали. Точнее, знали Аделину. И, судя по выражениям лиц, ее репутация в обществе была где-то между опасной истеричкой и развлечением на случай скучного вечера. «Неужели это она?» – прошептала какая-то дама достаточно громко, чтобы я услышала. «Говорят, после падения с лошади она лишилась части нрава. Жаль, если лучший». Я улыбнулась им так нежно, что они тут же сделали вид, будто обсуждают музыку. Лукас сиял, как человек, которого бесплатно посадили в первый ряд на публичной казни. «Пойдем», — сказал он. «Тетушка хочет, чтобы тебя увидели рядом с принцем до того, как ты что-нибудь испортишь». Рейнар стоял у колонны в окружении придворных. Когда я подошла, придворные расступились с той поспешной вежливостью, которая на самом деле означает «Слава Богу, теперь обсуждать будут не нас». «Ваше Высочество», — сказала я, — «Леди Аделина». В его голосе не было ничего, но меня почему-то снова кольнуло под ребрами, будто это уже наш личный вид спорта. Один особенно усатый граф тут же полез с беседой. «Миледи, так чудесно видеть вас в добром здравии, и мы все так беспокоились». «Не сомневаюсь», — сказала я. «Простите?» «Говорю, благодарю. Волнение общества бесценно». Рейнар едва заметно опустил взгляд, и я с ужасом поняла, что он скрывает усмешку. Господи, оказывается, он умеет улыбаться. Музыканты заиграли минуэт, и принц повернулся ко мне. «Танец?» Мне захотелось ответить «нет, спасибо», но вокруг уже смотрели. «Разумеется». Мы вышли в центр зала. Я встала напротив него, молясь всем известным мне богам, включая бога паники. На репетициях с гувернанткой я освоила 3,5 фигуры, одну из которых случайно изобрела сама. «Вы напряжены», — заметил Рейнар. «Я же танцую с будущим правителем, которого боится вся страна. Как вы думаете, почему?»
Возможно, потому что вы не умеете танцевать. Ваше Высочество, вы поразительно ободряете. Я честен. Это в вашей семье болезнь? Он повел меня в поворот, и я, к собственному удивлению, не наступила ему на ногу, даже 2 раза подряд. «Смотрите перед собой», — тихо сказал он. Я бы с радостью, но там герцогиня, которая уже мысленно пишет обо мне мемуары. Тогда смотрите на меня. Это было сказано спокойно, почти сухо. Но именно после этих слов я сбилась, запуталась в подоле и едва не врезалась в принца. Он поймал меня за локоть. Со стороны, вероятно, это выглядело как изящная фигура танца. «Видите?» — сказал он. «Так действительно безопаснее». «Для кого?» «Пока для нас обоих». К несчастью, именно в этот момент к нам приблизилась леди Мариэлла. Та самая дама в сиреневом шелке, которую Лукас еще дома описал как женщина, питающаяся чужими несчастьями. Она присела в реверансе и улыбнулась мне с доброжелательностью хорошо наточенного ножа. «Миледи Аделина, должно быть, после болезни вам трудно снова привыкать к обществу, особенно если забылись некоторые тонкости. К примеру, — просила я, — хотя бы порядок приветствия старших по титулу, но, полагаю, вам простительно». Ах, вот оно что. Публичное унижение под соусом участия. Классика. Я взглянула на нее и вдруг ощутила в себе священный дух всех девушек, которых когда-либо пытались выставить дурочками при свидетелях. «Благодарю за заботу, леди Мариэлла. Вы так тонко подмечаете чужие промахи, что, должно быть, совсем не имеете собственных». Рядом кто-то подавился шампанским. Мариэлла застыла. «Я лишь хотела помочь». И помогли. Теперь я буду знать, что при дворе даже сочувствие носит перчатки. Вот тут воцарилась тишина. Та самая, после которой обычно либо аплодируют, либо вызывают лекаря. Я уже мысленно написала завещание, но Рейнар неожиданно произнес. «Леди Аделина еще восстанавливается. Уверен, общество проявит великодушие и не станет превращать вечер в экзамен по церемониалу». Мариэлла отступила, остальные тоже. Воздух в зале снова зашевелился. Я повернулась к принцу. «Вы меня сейчас спасли?» «Не преувеличивайте. Я спасал бал». «Но все равно спасибо». «Вы опять сказали что-то, чего от вас никто не ждал». «У меня талант». «Я заметил». И к моему растущему беспокойству в его голосе не было ни холода, ни подозрения. Там было что-то похуже. Интерес. На следующее утро Лукас вошел в мою гостиную без стука, с лицом человека, который несет либо дурные вести, либо великолепные сплетни. Зная его, это обычно было одно и то же. «Поздравляю», — сказал он. «Ты стала главной темой завтраков в 3 домах». Я оторвалась от чая. «Почему?» «Потому что леди Мариэлла — кузина посланника Ордена Западных островов. А он, как выяснилось, очень раним в вопросах семейного достоинства». «То есть я чуть не устроила международный конфликт?» «Пока только слегка прикусила ему лодыжку». «Знаешь, мне начинает казаться, что общество здесь невероятно хрупкое». «Нет, просто скучное, а ты в нем как фейерверк в амбаре». «Какой образ живописный! Тетушка уже зовет палача?» «Пока нет. Пока она просто не разговаривает с тобой. Учитывая ее характер, это почти подарок судьбы». Он протянул мне лист. «Что это?» «Приглашение». «Куда?» «На завтрак у герцогини Эстервиль». «Ты серьезно? После вчерашнего? Меня хотят еще и кормить публично?» «Не кормить, рассматривать». «Какая честь!» «И еще одна новость. Сегодня вечером принц будет у нас на закрытом ужине». «Боже, за что?»
Не мне отвечать на молитвы. Лукас. Лада. Никогда не называй меня так здесь. Значит, правда. Какая? Что это твое имя? Я поняла, что проболталась. Вот так просто. От отсутствия самодисциплины. Лукас медленно улыбнулся. Невесело, победно. Ну надо же, а я проверял. Ты отвратительный человек, но полезный. А теперь к сути. Я никому не скажу об имени. Как великодушно. А взамен ты расскажешь мне, что ищешь в библиотеке. Я вздохнула. Старые хроники, призналась я. Все, что связано с такими, как я. С пришлыми. Тише. Здесь никого нет. Ты всегда так говоришь. Я хочу знать, можно ли тебя вернуть туда, откуда ты явилась. И почему тебя это волнует? Потому что если тебя можно вернуть, значит, тебя можно и убрать без скандала. А если нельзя, придется решать иначе. Хорошо, сказала я. Хроники упоминают несколько случаев. Но никаких порталов, вспышек и древних пророчеств. Только слухи, допросы и казни. Очень унылый жанр. И ты все равно ищешь. Конечно, мне нужен шанс. А если не найдешь? Тогда придется научиться жить здесь так, чтобы меня не казнили раньше времени. Вот для этого я тебе и нужен. Ты себе невероятно нравишься, да? Было бы странно, если нет. Завтрак у герцогини оказался похож на изощренный вид пытки. 10 дам, 6 блюд, 3 темы для сплетен и 0 искренности. Я сидела среди шелков, жемчугов и ароматов и пыталась не перепутать вилки. Слева от меня расположилась вдовствующая маркиза. Справа дебютантка, которая активно краснела при слове «принц». «Миледи», — пропела герцогиня, — «мы так рады, что вы оправились. После несчастного случая вы, должно быть, совсем иначе смотрите на жизнь. Несомненно, некоторые вещи начинаешь особенно любить, когда рискуешь их потерять». «Как трогательно», — отозвалась маркиза. «Например?» «Возможность молчать, когда нечего сказать». На секунду за столом стало тихо, а потом герцогиня рассмеялась. К моему удивлению, совершенно искренне. «Дорогая, вы и правда изменились?» «Не исключено, что к лучшему», — заметила я. «Это еще предстоит проверить», — раздался мужской голос от двери. Я обернулась. «Рейнар, ну, конечно, потому что в этой жизни никакая неловкость не считается завершенной, пока ее не увидит принц». Оказалось, он приехал к герцогине обсудить дела ее мужа и заодно зашел приветствовать гостей. Он поклонился обществу, коротко задержал взгляд на мне, и вдруг я поймала себя на том, что выпрямилась. Вот уж нет, мне не 16, и я не стану нервничать только потому, что рядом находится красивый мужчина. Позже уже дома Лукас перехватил меня в коридоре. «Ну?» «Что «ну»?» Он смотрел на тебя так, будто пытается решить загадку. Пусть решает молча. Боюсь, поздно. Кстати, я нашел кое-что для твоих поисков. Он сунул мне сложенный лист. Это была копия старой записи из архива. Чужедушная девица утверждала, что явилась из мира без королей. Допрашивалась трижды. Перед исчезновением просила отвезти ее к северному проходу. Где ты это взял? У отца был тайный архив. После его смерти часть бумаг осталась у меня. И ты молчал? Я же не знал, что в доме заведется практическая иллюстрация. Я вцепилась в листок. Северный проход. Первый настоящий след. И, разумеется, в этот же вечер меня ждал закрытый ужин с принцем. Моя жизнь явно придерживалась мнения, что одной проблемы за раз мне будет мало. Закрытый ужин должен был пройти в узком кругу. Тетушка Бригитта, я, Лукас и принц Рейнар. По версии тетушки, это был семейный вечер. По моему ощущению, совещание хищников, на которое меня пригласили в качестве спорного блюда.
Я спустилась в столовую с твердым намерением вести себя безупречно. Не шутить, не смотреть на принца, не говорить ничего, что можно трактовать как признание или брачное предложение. То есть, по сути, не быть собой. Рейнар уже был там. Он стоял у камина и разговаривал с тетушкой. Лукас, заметив меня, приподнял бокал и едва заметно кивнул. «Леди Аделина», — сказал Рейнар, когда я подошла. «Ваше высочество». Мы сели за стол. Подали суп, затем рыбу, затем мясо в каком-то соусе. Разговор шел вежливый, сухой и такой напряженный, что если бы его можно было продавать, королевство давно расплатилось бы с долгами. Тетушка говорила о предстоящем сезоне и о необходимости избегать ненужных разговоров. «Леди Аделина в последнее время очень благоразумна», — заметил Рейнар. Я чуть не уронила вилку. Тетушка насторожилась. «Нам всем приятно видеть в ней эту перемену». «Перемены бывают разной природы», — сказал принц. У меня внутри все похолодело. Некоторые вызваны страданием, некоторые осмыслением. Редко, но полезно встречать второе. Лукас опустил взгляд в тарелку. И я сразу поняла, если я посмотрю на него, он будет ухмыляться. Ужин продолжался, пока тетушку не вызвали по срочному делу управляющего. И еще через пару минут Лукас с ангельской невинностью вспомнил, что обещал проверить письма от Стряпчего, и тоже вышел. Мы остались вдвоем. Я положила нож. «Мне кажется, это заговор». «Разумеется», — ответил Рейнар. «Но не самый интересный из тех, что связан с вашей семьей». «Вы всегда так разговариваете, как будто каждая фраза может быть уликой». «Обычно это удобно». «А для дружеских бесед?» «Для них у меня нет времени». «Оптимистично для человека, у которого есть невеста». «Вы полагаете, что у нас дружеская беседа?» «Нет, но я пытаюсь держаться за хорошие манеры». «С переменным успехом», — заметил он. «Вы снова поразительно ободряете. А вы снова не отвечаете на вопросы прямо». «На какие?» «Кто вы?» «А если я скажу, что это не тот ответ, после которого люди спокойно доедают ужин?» «Я уже перестала рассчитывать на спокойные ужины с вами». Это было так сухо, что я невольно усмехнулась, а потом сказала: «Я не ваша, Аделина». «Это я понял». «Тогда зачем спрашиваете?» «Хотел узнать, признаетесь ли вы сами». «Ненавижу умных людей». «Это взаимно». «Пока не решила». «Откуда вы?» «Не отсюда». «Это не ответ». «Это единственный ответ, который я могу дать, не рискуя сразу увидеть стражу». «Я бы уже вызвал стражу, если бы хотел». «И почему не вызвали?» Он молчал достаточно долго, чтобы у меня снова учащенно забилось сердце. «Потому что прежняя Аделина была опасна своей пустотой, а вы опасны непредсказуемостью. Но, по крайней мере, в вас есть разум». «Невероятно романтично». «Я не стремлюсь к романтике». «Заметно». «Тем не менее, вы несколько раз пытались защитить тех, кто ниже вас по положению. Вы задаете вопросы, которые невыгодны вашей семье, и лжете значительно хуже, чем человек, строящий заговор». «Спасибо». «Это наблюдение». «Значит, вы не сдадите меня?» «Пока нет». «Да что же вы все с этим «пока»?» И тут он впервые по-настоящему улыбнулся. Не широко, не тепло, но совсем по-живому. У меня внутри что-то восхитительно качнулось. Это было очень плохо, потому что до сих пор принц был для меня угрозой, загадкой и человеком, способным отправить меня на плаху. Теперь ко всему этому добавилась еще и улыбка. «Мне нужно кое-что выяснить», — сказала я, чтобы не думать о лишнем. «Есть упоминание о северном проходе, о человеке вроде меня. Вы знаете, что это?» «Откуда вам известно это название?» «Значит, знаете». «Северный проход — старый перевал в горах. Формально он заброшен.
Неформально там исчезли люди. Прекрасно. И еще один обнадеживающий факт в мою коллекцию. Зачем вам туда? Потому что если есть хоть малейший шанс вернуться домой, я должна его проверить. Он ничего не сказал, но в этой тишине вдруг стало ясно. Именно этот ответ ему не понравился больше всех остальных. Не потому, что он мне не верил, а потому, что поверил слишком хорошо. Утро после признания принцу выдалось особенно мерзким. Не в смысле погоды. Мерзость заключалась в другом. Я проснулась с четким осознанием, что вчера сказала Рейнару слишком много, а он в ответ слишком мало. «Доброе утро, миледи», — сказала Инесса, распахивая шторы. «Не торопитесь с выводами», — буркнула я в подушку. «Утро еще можно испортить». «Уже испортили. Вас зовут к тетушке Бригитте». «Что, прям с утра? Неужели она тоже не любит спокойные завтраки?» «У госпожи был посетитель», — ответила Инесса. «После этого она велела позвать вас немедленно». «Посетитель». Я моментально представила себе Рейнара, который холодно сообщает: «Ваша племянница, кажется, не та, за кого себя выдает». Потом я представила эшафот, потом корсет, а потом решила, что последнее все равно хуже. Через 10 минут я уже шла по коридору, чувствуя себя курицей, которую вежливо пригласили в бульон. В кабинете тетушки, кроме нее самой, обнаружился Лукас. Бригитта держала в руках письмо и смотрела на меня так, как смотрят на подозрительный счет от портного. «Садись, Аделина». Я села. «Если это пробал, — начала я, — хочу заметить, что дипломатию я не убила, я ее только слегка поцарапала. Речь не о бале». Тетушка положила письмо на стол. «Его высочество пригласил тебя сопровождать его в поездке на север». «Что?» «Не прикидывайся». «Я не прикидываюсь, я в ужасе». Лукас кашлянул, очевидно скрывая приступ радости. «В поездке? Куда именно на север?» «В графство Хольм. Формально для осмотра спорных земель и дорожных сборов. Неформально. Мне совсем не нравится, что принц хочет взять тебя с собой». Мне же это, напротив, нравилось. Север. Северный проход. Совпадение? Вероятно, нет. В моей новой жизни совпадения встречались реже, чем искренние люди при дворе. «Это ведь честь», — сказала я. «Это риск», — отрезала Бригитта. «Ты слишком непредсказуема». Как приятно слышать такую веру в родственницу. «Я не верю в тебя, Аделина. Я верю в неприятности». «Она, как обычно, права», — лениво вставил Лукас. «Тебя никто не спрашивал». «И тем не менее я полезен». «Это ты сам придумал? Или тебе диплом выдали?» Тетушка хлопнула ладонью по столу. «Довольно. Ты поедешь. Отказ был бы оскорблением, но запомни, ни единого скандала, ни единого лишнего слова. Особенно с принцем». «А с кем мне тогда разговаривать?» «Ни с кем». «Тетушка, вы предлагаете мне политическую карьеру или монастырь?» «Лукас поедет с вами». Вот тут я оживилась. «Что?» «Для соблюдения приличий», — пояснила тетушка. «И для наблюдения», — радостно добавил Лукас. «Какая удача! Я так и мечтала о путешествии с личным шантажистом». «Не преувеличивай, я скорее семейный консультант по выживанию». Позже, когда мы наконец оказались одни в галерее, я схватила Лукаса за рукав. «Это ты ему сказал про северный проход?» «Нет. Но, полагаю, он и так догадался, что ты не из тех людей, кто спокойно сидит дома, когда чует тайну». Очень обидное, но точное наблюдение. «К тому же я бы на его месте тоже не отпустил тебя одну. Ты или потеряешься, или найдешь заговор». «Это разные вещи?» «В твоем случае нет». «Как ты думаешь, зачем он меня берет?» «Потому что хочет понять, сбежишь ли ты при первом шансе или останешься». «Ничего себе выбор. А есть третий вариант?»
Идти, но жаловаться всю дорогу. Это не вариант. Это твое естественное состояние. Я бы возмутилась, если бы он не попал в точку. К вечеру пришло еще одно письмо, уже от самого принца. Выезд послезавтра. Возьмите теплые вещи и благоразумие. Второе предпочтительнее. Я перечитала записку трижды. «Ненавижу его», — сообщила я пустой комнате. «Неправда», — отозвался с порога Лукас. Я подпрыгнула. «Ты как вошел? Ты двери видел?» «Видел. Так вот, неправда». «Что именно неправда?» «Что ненавидишь». Я взяла со стола подушку и метнула в него. Он легко поймал ее одной рукой. «Уходи!» «Уже ухожу. Только скажу одну неприятную вещь». «Всегда пожалуйста, это твой бренд». «Будь осторожна на севере. Если северный проход действительно связан с пришлыми, значит, кто-то еще мог о нем знать. И если эти бумаги сохранились у нас, они могли сохраниться и у других». Я кивнула. Вот оно. Не только надежда, но и опасность. Не только шанс вернуться, но и риск, что меня к этому шансу приведут в кандалах. Ночью я долго не могла уснуть. В голове крутились обрывки мыслей. Где-то под утро я, наконец, провалилась в сон с последней ясной мыслью. Если поездка на север не закончится катастрофой, это будет просто неприлично выбиваться из общего стиля моей жизни. Меня подняли в такую рань, что даже совесть отказалась просыпаться. Во дворе уже ждали кареты, всадники, охрана, слуги, ящики с провизией и принц Рейнар, свежий и собранный. Лукас, наоборот, выглядел подозрительно бодрым. «Ты похожа на проклятие в шелке», — сообщил он, помогая мне сесть в карету. «Спасибо. Ты тоже на редкость похож на ошибку воспитания. Как тепло!» Внутри кареты было просторно, но не настолько, чтобы я могла забыть один важный факт. Ехать мне предстояло напротив принца. Когда он вошел следом, пространство сразу как-то уменьшилось. «Доброе утро, леди Аделина». «Не спешите с оценками, ваше высочество». Карета тронулась. Сначала мы ехали молча. Я смотрела в окно на городской пейзаж, потом на поля, потом на леса, и потом меня постепенно начало охватывать странное чувство, когда страшно, интересно и немного обидно одновременно, будто тебя везут на экзамен, правила которого никто не удосужился объяснить. Рейнар разбирал бумаги, Лукас дремал. Я пыталась не думать о том, что принц находится на расстоянии вытянутой руки. «Вас укачивает?» — спросил он вдруг. «Только от обстоятельств». Лукас фыркнул. «Я серьезно», — сказал Рейнар. «Тогда нет, но спасибо». «Вас удивляет, что я способен проявлять заботу?» «Меня удивляет, что вы знаете о ее существовании». На несколько секунд повисла тишина, потом Лукас сладко зевнул. «Пожалуйста, продолжайте», — сказал он. «Если уж я не сплю в такую рань, то хочу хотя бы хорошего диалога». «Мы тебя можем выбросить на ближайшем постоялом дворе». «Меня можно выбросить, но не нужно. Я украшение поездки». Рейнар снова уткнулся в бумаги, но уголок его рта едва заметно дрогнул. Это начинало входить у него в дурную привычку — быть не таким каменным, каким он старательно прикидывался. К полудню мы сделали остановку у придорожного дома. Я вышла из кареты с таким чувством, будто заново учусь владеть ногами. Воздух был холоднее городского. Где-то кричали птицы. Слуги уже разворачивали столик для перекуса. «Не отходите далеко», — сказал Рейнар. «А если я обещаю красиво потеряться?» «Тогда мне придется искать вас из чувства долга». «Не из любопытства?» «Любопытство — опасный мотив». «Зато честный».
К вечеру мы добрались до охотничьего дома на границе графства Хольм. Мне казалось, что я устала до костей. Но едва я успела подумать о кровати, как заметила у крыльца дома знакомый герб на дорожном сундуке. Серебряная лилия на темно-синем фоне. Герб леди Мариэллы. Я медленно повернулась к Лукасу. «Скажи, что это не то, о чем я думаю». «Боюсь, это именно то». «И почему она здесь?» «Потому что мир, по-видимому, тебя ненавидит». И, как назло, он снова был прав. Если существует отдельный круг ада для женщин, которые надеялись после тяжелой дороги спокойно поужинать, то там их, вероятно, встречает леди Мариэлла. Она появилась в холле охотничьего домика, в дорожном платье с идеально уложенными волосами. «Какая неожиданная радость!» – произнесла она, увидев меня. «Для кого?» – уточнила я. «Для всех нас, разумеется». «Тогда мне жаль всех нас». Оказалось, Мариэлла здесь не просто так. Ее дядя, тот самый посланник Западных островов, прибыл в Хольм для переговоров по торговому соглашению, а она сопровождала его ради свежего воздуха и шанса снова сунуть нос в мою жизнь. Ужин шел в общем зале. За длинным столом сидели местные чиновники, несколько офицеров, принц, посланник, его племянница, мы с Лукасом и два человека, которых мне представили как смотрителей северных дорог. Сначала говорили о мостах, потом о пошлинах, потом о контрабандистах. Я молчала и ела. Но спокойствие длилось ровно до того момента, когда один из смотрителей сказал: «Последние месяцы в районе Старого Перевала снова замечали огни». Я вскинула голову слишком резко. Рейнар заметил. «Какие огни?» — спросил посланник. «Пастухи болтают разное», — неохотно ответил смотритель. «Будто на тропе к северному проходу по ночам кто-то ходит с фонарями». «Разбойники?» — поинтересовалась Мариэлла. «Или контрабандисты», — ответил второй смотритель. «Или искатели». «Искатели чего?» — спросила я раньше, чем успела прикусить язык. «Старых легенд», — сказал первый смотритель, заметно смутившись. «Местные суеверия, миледи. Ничего достойного интереса». «Суеверия часто оказываются просто плохо записанной историей», — вырвалось у меня. Наступила тишина. Посланник медленно поднял брови, Мариэлла прищурилась. Рейнар не сводил с меня глаз. «Вы необычайно склонны к размышлениям о таких вещах», — заметила Мариэлла. «Для дамы, которая прежде предпочитала более легкие увлечения». «Люди, пережившие сотрясение, порой удивляют даже себя», — ответила я. «Или начинают говорить чужими словами», — мягко произнесла она. Вот тут воздух в зале словно натянулся. Я ощутила, как холодеют пальцы. Она не могла знать. Или могла? Нет, слишком рано. И слишком опасно. Но выражение ее лица мне очень не нравилось. В нем было не просто злорадство. В нем было узнавание хищника, почуявшего слабое место. «Леди Мариэлла», — сказал Рейнар, — «полагаю, вы слишком устали с дороги, если видите загадки там, где их нет». «Возможно, ваше высочество. Но мне всегда казалось, что перемены в людях заслуживают внимания». «Только если эти люди вам по-настоящему интересны», — ответил он. Тон был безупречно вежливым, но смысл звучал как пощечина. Я могла бы его расцеловать, в переносном смысле, наверное. После ужина я сбежала в галерею второго этажа. Мне нужно было побыть одной и желательно перестать выглядеть как женщина, которую вот-вот разоблачат. «Блестяще!» — сказал за спиной Лукас. «Еще немного, и ты сама выйдешь в центр зала с табличкой «Да, я подозрительная». Отстань!»
Она что-то чует. Я заметила, спасибо. Не паникуй. Отличный совет, особенно когда паниковать уже поздно. Он, к моему удивлению, не стал шутить. Тогда слушай внимательно. Один из слуг посланника сегодня спрашивал про старую горную тропу. Что? Именно. И не надо на меня так смотреть. Ты хочешь сказать, что они тоже ищут проход? Либо проход, либо то, что с ним связано. Значит, это не просто старая байка. Значит, кто-то еще знает достаточно, чтобы рыскать вокруг перевала с фонарями. Нам нужно туда раньше них, сказала я. Нам? Как трогательно. Я-то надеялся на безопасное безумие со стороны. Лукас, Что? ты поможешь? Если я скажу нет, ты все равно полезешь одна. Да. А если скажу да, то, по крайней мере, увижу, как именно ты все испортишь. Он уже собирался уйти, когда из темноты вышел Рейнар. Разумеется. Кто же еще? Никто никуда не пойдет один, сказал он. Я выпрямилась. Давно вы здесь стоите? Достаточно. Это неприлично. Зато полезно. Лукас перевел взгляд с него на меня и обратно. Потом вздохнул. Отлично, сказал он. Тогда у нас, кажется, намечается ночная прогулка к возможной государственной тайне. Не ночная, возразил Рейнар. На рассвете. Какая разница, пробормотала я. Для вас огромная. На рассвете у меня больше шансов не позволить вам сделать глупость. Я способна на глупости в любое время суток. И вот тут оба, и Лукас, и принц, посмотрели на меня так, что мне даже стало обидно, потому что, к сожалению, они снова были правы. Вышли мы затемно. Я, Рейнар, Лукас и двое людей принца. Воздух был ледяной. Лес впереди темнел подозрительно и всем своим видом намекал, что приличные девушки по таким местам не ходят. И я, как обычно, подала дурной пример. «Если я там умру, — сказала я, — прошу написать на надгробии, что я погибла молодой, красивой из-за чужого любопытства». «Из-за собственного», — поправил Лукас. «Не разрушай драму». «Она и без того хрупкая». Рейнар, шагавший впереди, даже не обернулся. «Если вы закончили, можно идти дальше». «Нет, погодите, у меня есть еще жалобы на рельеф». «Подадите по возвращении». Тропа к северному проходу сперва казалась обычной. Узкая, каменистая, потом деревья начали редеть, склон стал круче, и впереди проступили серые скалы. Между ними и скрывался старый перевал. Не мистический портал, а просто рана в горе, темная и нехорошая. «Здесь», — тихо сказал один из людей принца. На земле и правда виднелись следы. Не старые. Несколько человек проходили здесь совсем недавно. И не пастухи. Тяжелые сапоги и подкованные лошади. «Значит, огни были не сказкой», — пробормотала я. «Я предупреждал», — сказал Рейнар. Лукас присел у камня, разглядывая след копыта. «Трое, может, четверо», — сказал он. «И кто-то нес груз». «Или тащил сундук», — предположила я. «Учитывая твою удачу, скорее сразу с трупом». «Лукас!» «А что? Я стараюсь быть реалистом». Мы двинулись дальше и через несколько минут вышли к узкой каменной площадке. Там, под нависающей скалой, обнаружились остатки старого поста. Полуразвалившаяся сторожка, каменный очаг и металлическое кольцо, вбитое в стену. А рядом свежие следы костра. И еще кое-что. На камне лежал лист бумаги, прижатый ножом. Я схватила его раньше, чем кто-либо успел меня остановить. На листе был набросок карты. Грубый, но понятный. Тропа, сторожка, узкий уступ за скалой и отметка в глубине ущелья. А возле нее всего одно слово — окно.
У меня внутри все сжалось. «Это оно?» — шепотом спросила я, сама не зная у кого. «Пока это только слово», — ответил Рейнар. Лукас обогнул скалу первым. «Здесь проход!» — крикнул он. Я рванула следом, но Рейнар поймал меня за локоть. «Медленнее!» За скалой действительно скрывался узкий уступ. Настолько узкий, что я моментально пожалела про все пирожные, когда-либо съеденные. Внизу зияла расщелина, откуда тянуло ледяным воздухом. А на противоположной стене темнела трещина. Не пещера, скорее раскол в камне. И именно туда вели следы. «Ну, конечно», — пробормотала я. «Если есть шанс вернуться домой, он обязательно находится в месте, где нормальный человек даже шапку не потеряет без трагедии». Мы шли гуськом. Впереди Рейнар, за ним я, потом Лукас. Камень осыпался под ногами. Ветер швырял в лицо пряди волос. А внизу так выразительно молчала пропасть, что я решила не смотреть туда вообще. В расколе за скалой было темно и сыро. Внутри обнаружился узкий каменный зал, и к моему полному разочарованию никакой магии, ни символом, ни свечения, ни голоса судьбы. Зато была железная дверь, старая, вмурованная в скалу, с заржавевшим поворотным кругом в центре. «Это еще что?» — выдохнула я. Рейнар провел пальцами по металлу. «Очень старый механизм. Похоже, здесь раньше был горный переход или тайник». На двери под слоем ржавчины едва читалась надпись. Я всмотрелась. «Открывать только при...» Дальше стерто. «Совпадение метки», — договорил Рейнар. «Откуда вы знаете?» Он указал на круг в центре двери. На металле были вырезаны маленькие насечки, а в одной точке знак, похожий на раздвоенную звезду. У меня перехватило дыхание. Точно такой же знак я видела на обороте той самой старой записи из архива. Тогда не придала значения, решила, что это просто пометка писца. Лукас тоже его узнал. Значит, кто-то специально связывал хроники с этим местом. «И не только хроники», — сказал Рейнар. Он наклонился и поднял из пыли небольшой медальон. Серебряная лилия, герб дома Вольтеров. Я похолодела. «Нет, только не говорите мне, что моя чудесная семья и здесь наследила». «Боюсь, не только наследила», — сказал Рейнар. «Похоже, вела сюда людей много лет». И в ту же секунду снаружи послышались шаги. Много шагов. Я успела только подумать, ну, конечно, а как же без засады? Первой в раскол вошла тетушка Бригитта. Честное слово, в этот момент я даже не удивилась. Ну, конечно, кто же еще испортит мне потенциальное возвращение домой, если не семья? За ней появились двое вооруженных людей, а потом тот самый посланник Западных островов, а следом леди Мариэлла. «Как трогательно», — сказала я, — «не хватает только оркестра». «Аделина», — произнесла тетушка, — «отойди от двери». «Не хочу». «Это не просьба». «Тогда звучит грубовато». Лукас рядом со мной очень тихо прошептал. «Тебе сейчас лучше не шутить». «Лукас, если я перестану шутить, значит, мы точно погибнем». Рейнар шагнул чуть вперед, заслоняя меня и дверь одновременно. «Леди Бригитта, посланник не ожидал увидеть вас здесь без приглашения». «А я не ожидала, что ваше высочество переведет сюда мою племянницу. Но раз уж все карты раскрыты, не будем тратить время на церемонии». «Простите», — сказала я, — «чьи именно карты? Потому что мне моих до сих пор не выдали». Тетушка даже не посмотрела в мою сторону. «Дверь должна быть открыта». «Зачем?» — спросил Рейнар. Посланник сложил руки за спиной. «Потому что за ней архив». «Простите, что?» «Архив переходов», — ответил он. «Старые записи, схемы.
И, возможно, способ управлять самими переходами. Архив. Не сказка, не легенда. Значит, другие правда приходили. И значит, кто-то это изучал, и значит... Вы знали? Я повернулась к тетушке. «Разумеется», — сказала она. «Наш род столетиями хранил сведения о проходе». И никому не говорил? «Говорили тем, кому следовало». «Например, короне?» — сухо спросил Рейнар. «Корона слишком часто меняется», — ответил посланник. «А выгода должна переживать правителей». Ах, вот оно что. Не тайна ради безопасности. Торговля, влияние, политика. Люди, которые десятилетиями пытались превратить чужие миры в источник преимуществ. Меня затрясло от злости. «Так вот, зачем вам были нужны пришлые», — сказала я. «Не потому, что вы их боялись, а потому, что хотели использовать». «Не преувеличивай», — произнесла тетушка. «Большинство из них были бесполезны. Некоторые опасны. Один-два действительно приносили ценность». «Ценность? Вы говорите о людях так, будто это редкие специи». «В политике нет места сентиментальности», — отрезала тетушка. «Тогда я счастлива, что я не политик». «Нет, дорогая, ты как раз им станешь, если проживешь достаточно долго». Я бы, наверное, ответила что-нибудь блестящее, но в этот момент Лукас сказал. «Значит, это вы подослали людей с фонарями?» Тетушка перевела взгляд на него. «Тебе не следовало лезть так далеко». «Вы всю жизнь мне это говорили, и всю жизнь без толку». Посланник шагнул к двери. «Хватит, открывайте». «Чем?» — спросил Рейнар. Тот посмотрел на меня, и я поняла. Метка. Запись из архива. Знак на обороте. Не ошибка писца. На внутренней стороне моего левого запястья, там, где раньше была просто бледная кожа, с самого пробуждения у меня оставалось странное светлое пятно, похожее на шрам. Я принимала его за местную особенность тела Аделины. Теперь сердце ухнуло вниз. Я сняла перчатку и уставилась на кожу. Там проступала раздвоенная звезда. «Ненавижу символизм», — прошептала я. «Вот видите», — сказал посланник, — «она ключ». Рейнар обернулся ко мне. «Вы знали?» «Если бы я знала, поверьте, драматизировала бы громче». Тетушка сделала шаг вперед. «Подойди к двери, Аделина». «Нет». «Ты даже не понимаешь, что это может дать». «Зато отлично понимаю, что это уже у вас отняло». Мариэлла склонила голову, наблюдая за мной почти с интересом ученого. «Какая неожиданная твердость! А прежде вы бы побежали исполнять семейную волю?» «Прежде я, вероятно, была полной дурой». «Сейчас положение спорное», — шепнул Лукас. «Спасибо, ты очень вовремя». Тетушка резко подняла руку, и один из вооруженных людей двинулся ко мне. Но Рейнар заговорил раньше. «Еще шаг, и это станет изменой короне». «Корона здесь только вы, ваше высочество», — холодно ответил посланник. «А нас больше». «Зато у меня больше полномочия», — сказал Рейнар. Ситуация стала той самой, о которой потом обычно говорят, все произошло очень быстро. Человек тетушки метнулся вперед. Один из стражей Рейнара ударил его в плечо. В узком каменном зале началась безобразная, совершенно недостойная аристократии потасовка. Лукас, к моему ужасу, подставил какому-то человеку ногу. Мариэлла завизжала, не от страха, а от негодования, что реальность опять ведет себя не по сценарию. А я стояла перед дверью, прижав руку к груди и понимала, если посланник прав, если я правда ключ, то у меня есть шанс. Настоящий. Не на разговоры, не на догадки, на выбор. «Лада!» — крикнул Рейнар. Я обернулась. Он уже оттеснил одного из нападавших и теперь смотрел только на меня. «Если дверь откроется, вы не знаете, что будет по ту сторону».
А если не откроется, я не узнаю никогда. На миг все словно зависло. Я видела тетушку, злую, собранную, видела Лукаса, растрепанного и бледного, видела Рейнара и вдруг поняла страшную вещь. Я действительно могу уйти, а значит, могу их потерять. Это было совсем не то осознание, которое я планировала испытать в разгар семейного заговора. «Делайте выбор», — сказал посланник. «О, спасибо. Как будто без вас я бы не догадалась». Я подошла к двери, подняла руку и в последний момент спросила себя, не смогу ли я вернуться домой, а совсем другое. А если я могу, хочу ли я? И приложила руку к металлическому кругу. Сначала не происходило ничего. Потом металл под моей рукой стал теплым. По насечкам побежал слабый свет. Тусклый, как последние угли в камине. Круг дрогнул, внутри двери что-то тяжело щелкнуло, и по каменному залу прокатился звук старого механизма, который, вероятно, не открывали очень давно. Дверь сдвинулась на ладонь. Из щели дохнуло холодом. Не горным, другим, сухим, пыльным, странно знакомым. И в этот момент я услышала звук. Короткий электронный писк. Настолько привычный, настолько невозможный здесь, что у меня в груди все оборвалось. Телефонный сигнал. Мой мир. Моя прежняя жизнь совсем рядом, по ту сторону щели. Я застыла. Никто больше, кажется, этого не понял. Для остальных за дверью была просто темнота и неизвестность. А для меня внезапно все. Кофейни, метро, университет, подруги, городские огни. Мир без корсетов, без принцев и без риска быть обезглавленной по решению семейного совета. «Открывай!» — резко сказал посланник. «Не смей!» — одновременно с ним сказал Рейнар. «Конечно, идеальная иллюстрация моей жизни. Один требует, другой запрещает. А разгребать должна я». Я положила вторую ладонь на дверь, и щель стала чуть шире. Где-то там в темноте снова пискнуло. И я вдруг ясно увидела себя со стороны. Девчонка, которая однажды пошла на глупое свидание и провалилась в чужую жизнь. Девчонка, которая так отчаянно хотела обратно, что держалась за эту мечту даже тогда, когда уже начала смеяться здесь, злиться здесь и дышать здесь по-настоящему. Проблема была не в том, что я забыла дом. Проблема была в том, что этот мир перестал быть для меня просто чужим. «Лада», — тихо сказал Рейнар. Я посмотрела на него. Он больше не двигался, просто стоял напряженный до предела, с совершенно невыносимым выражением лица человека, который слишком хорошо понимает. Сейчас решение будет не в его пользу, и он ничего не сможет с этим сделать. И вот тогда меня накрыло окончательно, потому что я вдруг поняла, если я уйду, он не остановит, не станет приказывать, не выберет за меня. А мне почему-то отчаянно важно было именно это, чтобы выбор оставался моим. «Черт!» — сказала я и убрала руки. «Что вы делаете?» — рявкнул посланник. «Пользуюсь свободой воли», — ответила я. И потом со всей силы толкнула круг вниз. Механизм заскрежетал, свет мигнул и погас. Дверь с глухим ударом встала на место. В зале стало тихо, даже слишком. Посланник побелел. «Вы идиотка!» – прошепел он. «Да», – кивнула я, – «но это, к счастью, уже не ваш ресурс». Тетушка смотрела на меня так, будто я только что своими руками сожгла семейное состояние, что, возможно, в каком-то смысле было недалеко от истины. «Ты даже не понимаешь, от чего отказалась», — сказала она. «Нет, это вы не понимаете, чем все время жертвовали». Кажется, именно после этого Рейнар отдал приказ
и его люди, наконец, скрутили оставшихся противников без лишних церемоний. Посланник пытался требовать, Мариэлла возмущаться, но когда тебе заламывают руки, а рядом стоит наследник престола, достоинство выглядит менее убедительно. Лукас отряхнул рукав и сказал: «Честно говоря, семейные поездки у нас всегда были неловкими, но это превзошло ожидания». Я нервно рассмеялась и только тогда поняла, что дрожу. Рейнар подошел ко мне. «Вы в порядке?» «Нет». «Это уже ближе к правде». «Ваше высочество». Я замолчала. Он смотрел внимательно, без давления, просто ждал. «Я слышала свой мир», — призналась я. «Он был там, за дверью». «И вы все равно остались?» «Да». «Почему?» Я бы могла сказать красиво. Что-то про долг, судьбу, любовь к новоприобретенному дому. Но, во-первых, я слишком устала для пафоса. А во-вторых, он все равно распознал бы ложь. Поэтому я ответила честно. Потому что там у меня осталась жизнь, которую я помню. А здесь жизнь, которую я выбрала. А я вхожу в эту жизнь? К несчастью для моего душевного равновесия, да. Кажется, он хотел сказать что-то холодное и умное, но вместо этого вдруг выдохнул почти со смешком и коснулся моих пальцев. Тогда нам, вероятно, придется пересмотреть условия помолвки. В каком смысле? В таком, где вы перестанете считать ее приговором. А вы? А я уже давно перестал. И если бы кто-нибудь заранее сказал мне, что признание в чувствах от мрачного принца прозвучит почти как дипломатический протокол, я бы, наверное, оскорбилась. А потом все равно влюбилась бы именно в это. Дальше события развивались слишком быстро и слишком официально. Посланника арестовали. Выяснилось, что он много лет скупал сведения о переходах и пытался использовать их в торговом и политическом шантаже. Тетушку отстранили от управления семейными делами. И, надо отдать ей должное, она встретила это с таким ледяным презрением, будто корона временно ошиблась, но непременно одумается. Не одумалась. Лукас неожиданно оказался полезен государству почти так же, как сплетня светскому салону. Рейнар привлек его к расследованию. А братец расцвел с пугающей быстротой. Иногда я думаю, что ему просто наконец официально разрешили быть интриганом. Что до меня, то через месяц после возвращения в столицу я стояла рядом с Рейнаром в малой дворцовой часовне и слушала торжественную речь о союзе, чести и будущем королевства. После церемонии уже в новых покоях я обнаружила на письменном столе подарок – небольшую табличку в серебряной рамке. На ней было выгравировано: «Леди Аделина Рейнар Вольтер. Главная угроза покою двора». Я держала табличку в руках и смеялась так долго, что вошедший Лукас закатил глаза. «Вот и все», — сказал он. «Теперь ты официально часть правящей семьи. Мои соболезнования стране». Рейнар, стоявший у окна, посмотрел на нас обоих с выражением человека, который понимает: тишины в его жизни больше не будет никогда. И, кажется, он был этим не совсем недоволен. А вечером, когда дворец наконец угомонился, я вышла на балкон. Внизу горели огни города, ветер пах осенью. И я подумала о той щели в двери, о коротком писке из прежнего мира, о себе прежней. И вдруг поняла важное. Я не потеряла дом. Я просто однажды нашла другой. А потом из комнаты раздался голос Рейнара. «Вы идете? Или мне прислать официальное приглашение?» Я улыбнулась и обернулась. «Иду. Но учтите, если в этом браке кто-то и будет наводить страх на королевство, то теперь у вас серьезная конкуренция». «Я уже заметил», — ответил он.
И, честно говоря, это был самый счастливый конец из всех, которые я вообще могла себе представить. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!